Привет! Я вынуждена улететь из Израиля. О причинах расскажу чуть позже. Ну и поскольку я нахожусь в самом крупном аэропорту Израиля, аэропорту имени Давида Бен-Гуриона, то не могу не воспользоваться этой возможностью и не рассказать о том, какие особенности есть в этом аэропорту и какие подводные камни могут вас здесь ожидать. Итак, аэропорт относится к муниципалитету Тель-Авив и носит имя первого премьер-министра Израиля. Не все знают, что в аэропорту 4 терминала, но второй терминал демонтирован, и на его месте построены склады компании-перевозчика UPS. Четвертый терминал используется лишь в экстренных случаях, а на данный момент функционирует 2 терминала. Первый терминал обслуживает бюджетные и чартерные рейсы, а также внутренние перелеты. Терминал номер 3 предназначен для международных рейсов, и здесь я сейчас нахожусь. Израильский аэропорт Бен-Гурион считается самым безопасным аэропортом в мире. Первое, что бросается в глаза, нет, не количество пассажиров, а вооруженные люди. В аэропорту действует многоуровневая система безопасности. Вот такая проверка на въезде в аэропорт. Вот так ненавязчиво при входе в терминал. И перед регистрацией на рейс. И это психологическая проверка на выявление потенциальных лиц, подлежащих досмотру. Например, женщины с ребенком не представляют угрозы, так как в мире не было случая, чтобы женщина с ребенком взорвала себя. А вот женщина в хиджабе вызовет пристальное внимание. И здесь вам зададут стандартные вопросы. Кто паковал багаж? Просил ли вас кто-нибудь что-нибудь передать? Оставался ли багаж без присмотра? И есть ли при вас оружие или колющие предметы? Мы сейчас находимся в зоне вылета третьего терминала, расположенном на третьем этаже. Зона разделена на 4 секции – A, B, C и D. В какой секции проводится регистрация на ваш рейс, можно посмотреть вот на этом электронном табло. Кстати, секция D принадлежит израильской авиакомпании Эль Аль. Если вы были в Израиле как турист и делали покупки свыше $100 и позаботились сохранить чеки, то вот на этой стойке возврата налогов вы можете вернуть примерно 17% от стоимости покупки. Если вы не планируете сдавать багаж, то вы можете пройти регистрацию на рейс чек-ин дома онлайн за сутки до вылета и распечатать посадочный талон вот в таком автомате. Автоматы поддерживают несколько языков, в том числе и русский. Такой сервис значительно сокращает время регистрации на рейс. После сдачи багажа и регистрации на рейс мы проходим в следующий зал, где производится проверка ручной клади. Здесь же есть банк, в котором можно поменять валюту, и кафе, где можно посидеть и попрощаться с провожающими. При проверке ручной клади вас попросят предоставить также для проверки содержимое кармана, верхнюю одежду, часы, ремень, головной убор. И если, несмотря на то, что ваши карманы пусты, при прохождении через рамку металлоискатель вы звените, то уж не обессудьте, но вас разуют и слегка общупают. Весь багаж в Израиле подвергается проверке. Она осуществляется в багажном отделении. Общая проверка – это обычное просвечивание. Если есть подозрение в провозе подозрительных или запрещенных вещей, то багаж вскрывают в присутствии 3 свидетелей. Процесс вскрытия снимается на камеру. Если проверка прошла успешно, то на багаж будет прикреплено уведомление. Если нет, то вас пригласят и будут с вами разбираться в зависимости от того, что обнаружено. Именно поэтому в Израиле не принято закрывать багаж на замок или упаковывать его в найлон. Следующий зал – зона паспортного контроля.
В Израиле основная масса паспортов биометрические, поэтому проверка паспортов проходит вот в таких автоматах. Кстати, если срок действия вашего паспорта заканчивается и вы не успели его продлить, то здесь на третьем этаже есть Министерство внутренних дел. И здесь за 48 часов до вылета, при наличии билета на самолет, вы можете оформить загранпаспорт с укороченным сроком действия. Стоимость такой услуги примерно 900 шекелей. На этой стене обычная история израильских достижений в фотографиях. Тематика периодически меняется. Сегодня здесь запечатлена наша боль. Не знаю ни одного человека, который не сделал бы здесь покупки в магазинах беспошлинной торговли. Но оказывается, что не все знают, что членство клуба Джеймс Ричардсон дает дополнительные скидки. При покупке на $800 за год вы получаете скидку в $100 при покупке в следующую поездку. Вы получаете также подарок при накопительном счете за покупки в $500 за 2 года. Сегодня я получила в подарок вот это. Если вы летите в том месяце, когда у вас день рождения, то вы получаете тоже подарок. Самое приятное, что членство в клубе бесплатное. Его можно оформить на сайте или у представителя компании на месте. Слова благодарности принимаю в комментариях. А те, кто еще не подписан на канал, приглашаю подписаться. Здесь вы найдете как полезную, так и интересную информацию об Израиле. В зоне вылета можно курить. Правда, для этого вам нужно зайти вот в такую кабинку. Ну все, идем на посадку. טיסה נעימה. כמעט שכחתי. Чуть не забыла сказать, почему я уехала и куда я приехала. Я в Лиссабоне на международной конференции внутриутробного развития плода.